припой равномерно не растекается. Вот он капельками. Сегодня покажу на деле, как работают флюсы. Каким флюсом мне нравится паять, больше я уже рассказывал. Вроде бы как в предыдущих видео с блоками питания. Сегодня покажу уже на практике, как это все работает. Вот я собираю очередное зарядное устройство. Здесь выпаиваю элементы. И покажу, как работает паяльник без флюсов. Допустим, сейчас попытаюсь выпаять что-нибудь здесь на плате. Ну, допустим, конденсатор. Он плавит все, но по ощущениям, когда вы паяете, сейчас может быть это на видео не видно, по ощущениям это все происходит так туго, медленно, вроде бы и плавит, но при этом нагрев происходит неравномерно. Где-то там контакт произошел, ну, начинает греть. Где-то вот просто надо стоять дольше на контакте, чтобы его отпаять. При применении, вот даже видно, нажали. Сейчас я попытаюсь сфокусировать, что припой равномерно не растекается. Вот он капельками. И сейчас я макну ее просто в канифоль. Видно, что он такой жидкий стал. Его немного нажали, но он уже не такими каплями грубыми, как он был. И сейчас я покажу с канифолью. Вот тут конденсатор есть. Прогрев происходит лучше, когда используете флюс, и отпаивает быстрее. Так, ну и вот этот вот флюс. Я обычно наношу на место, где я буду касаться паяльником. У вот этого флюса самая высокая, наверное, текучесть. Канифоль все равно надо время, чтобы она стала жидкой, пока растопится. Вот этот флюс плавится быстрее. Он и сам по себе-то жидкий уже идет, потому что со шприца выдавливается. И он плавится быстрее. Также хотел рассказать, если вы хотите убирать лишний припой с платы, можно использовать медную косичку. Ну, вот эта покупная, бывает в некоторых советских радиоустройствах. Медная оплетка используется для экранирования проводов. Раньше часто использовалась. Сейчас, может быть, тоже где-то используется, но она не медная. Раньше она даже посеребренная была, оплетка. Сейчас медь очень тяжело найти в радиодеталях каких-то современных. Ну, именно вот оплетка, чтобы была она медная. Обычно она смешанная с металлами и лудится очень плохо. Но я и пользуюсь редко. Обычно, чтобы убрать лишний припой, я пользуюсь жалом таким вот широким,
которая на себя может взять побольше припоя. И переворачиваю в таком положении плату и начинаю как бы кверх ногами паять. Соответственно, когда вы греете плату, я сейчас это просто на камеру проблематично мне показать, когда вы греете плату, припой разжижается и начинает перебегать на жало паяльника. Ну, когда сверху вниз. Если вы так будете, конечно же, жало вниз будет бежать. А если вот так будете, то с платы будет перебегать вниз на жало паяльника. Такие места, где побольше припоя. И когда припой собирается, его просто встряхиваю. Только не надо паяльником стучать об что-то. Просто встряхнули. Как показывает практика, если вы при встряхивании жала паяльника припоя стучите об что-то, можете разбить нагреватель, он вот в этом данном паяльнике керамический. Если у вас простой паяльник, можете спираль повредить. Лучше просто встряхнуть аккуратно, но не стучать.